Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». По вашим многочисленным просьбам будем сегодня готовить кадаифи. Еще их называют волосы ангела. И будем готовить знаменитую дубайскую начинку. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 180 грамм муки пропускать будем через сито. И сюда же добавляем 100 грамм крахмала кукурузного. Пол чайной ложки добавляем соли. Добавляем 25 мл растительного масла без запаха. И сюда же добавляем 380 мл теплой воды. Можно либо в блендере, либо погружным блендером. До однородной массы. Чтобы не было ни промеса, обязательно нужно остановить. Здесь все-таки достаточное количество крахмала. И все вот так собрать со дна, с боков. И все хорошо проблендерить. Не должно быть ни единого комочка. Все, масса однородная. И сейчас пропускаем его через сито. Все переливаем вот так через сито. И лопаточкой сейчас проходимся по ситу. Вот посмотрите, у нас масса абсолютно однородная. Прекрасно все. Все, вот такой она и должна быть, без комочков. Накрываем пленочкой и дадим расстояться минут 30. Отдохнуть при комнатной температуре. Тесто у нас великолепно отдохнуло. И сейчас полностью пленочку не убираем. Промешиваем еще. Посмотрите, масса стала гуще. Прекрасное тесто. И сейчас мы его выкладываем в кондитерский мешочек. Кондитерский мешок беру небольшой. Сразу не отрезаем, потому что тесто у нас жидкое. И выливаем в конвертик. Из этого теста можно готовить, из этих нитей, можно готовить не только дубайский легендарный шоколад, а очень много разных сладостей восточных. Одно из них очень тоже легендарное и знаменитое — кунефа турецкая. Напишите в комментариях, если вам понравится, то мы обязательно с вами приготовим. Остальную часть мы закрываем пленкой, чтобы не заветривалась, не покрывалась пленкой жесткой. Так, у нас здесь все готово. Воздух выпускаем, прокручиваем, чтобы удобно было, и уже идем работать с этим. Варочная панель у меня с антипригарным покрытием. Я установила на 2 глазка, огонь ниже среднего. То есть мы кадаифи не должны жарить, оно просто у нас должно подсыхать. И сейчас близко к поверхности. И вот так вот тоненько, близко-близко к поверхности начинаем крутить. Оно моментально просто подсыхает. Сразу большой не срезайте, потому что в противном случае у вас будут они толстые, а толстые они будут сыроватые. Можно поверх. И сейчас мы уже первый будем снимать. Сильное наслоение не делаем. И вот сейчас уже будем собирать. Вот так вот поддеваем. То, что она у вас где-то крошится, ничего страшного. Готовые снимаем. Они вот такие подсушенные, а потом они будут влажными. Чтобы у нас тесто не вытекало, вот таким образом держим в емкости. Подкручиваем и снова наносим. Вот это можно делать вот не рывками, а вот так вот аккуратненько. Даже если она у вас где-то рвется, где-то ломается. Ничего страшного. Это не самое главное. Самое главное, чтобы она у вас подсушилась, и вы уже ее будете использовать по назначению. Все очень легко и просто абсолютно делается. И вот так выкладываем, чтобы не вытекало. Особенно на краях она сразу начинает скукоживаться, и вы уже сразу поймете, что она готова. У вас сковорода абсолютно может быть любой формы. Самое главное, чтобы она была толстостенная и с антипригарным покрытием. Если она у вас будет тонкая, то она будет жариться, а не сушиться.
Можно и вот такой сеточкой тоже выкладывать. Очень удобно собирать. Самое главное, чтобы у вас нити эти толстыми не были. Они должны быть тоненькие-тоненькие. И собирается гораздо удобнее. И меньше движений вот таких. Посмотрите, какие у нас нити получились. Они очень тонкие, хрупкие. И сейчас мы их накрываем полотенцем. Пусть они остынут. Итак, дорогие друзья, у нас вышло из этой порции 300 грамм готового сырого теста кадаифи. Теперь как нужно его хранить? Сырое тесто кадаифи хранится 6 недель в холодильнике. Если будете держать его дольше, оно начнет плесневеть. Поэтому лучше его держать в морозильной камере. Замороженное тесто можно хранить вот не ниже температуры, чтобы была минус 18 градусов. Можно хранить до 6 месяцев. Я сейчас буду это все перекладывать в пергамент. Уже оно у меня остыло, тесто. В пергамент и в целлофановый пакет. Очень удобно. Достаем, обжариваем уже и готовим необходимый нам десерт. Что хочу сказать, если вы заморозили один раз кадаифи, разморозили его, уже его используйте. Либо поделите на несколько частей, чтобы у вас повторной заморозки не было. При повторной заморозке уже тесто кадаифи, эти нити не так себя ведут. Обязательно перед тем, как вы размораживаете тесто кадаифи, вам нужно 2 часа при комнатной температуре его подержать, и потом уже вы обжариваете, готовите. И дубайский шоколад, кунефе, турецкий вкусный десерт, и масса арабской выпечки вот готовится именно из этих нитей кадаифи. Уже, вы знаете, у меня тесто немножко обмякло, то есть нити немного обмякли. Вот так открыто держать кадаифи не нужно. Накрываете полотенцем. Если вы уже начинаете готовить, остальное накрываете, берете определенную часть и готовите. То есть вот так. Сейчас я перекладываю в пергамент. У меня вот здесь уже оно мягкое, а здесь еще суховато. И могу уже выкладывать. Я сейчас буду порционно делить и отправлять в морозильную камеру. Вот такой пергаментный лист сворачиваем вдвое и делаем просто гармошечку. Фиксируем. Если есть у вас степлер, то можете степлером. Вот кармашек делаем. Вот такой у нас кармашек получился. И сейчас закладываем нити кадаифи, распределяем. Вот так. И в пакет. Вот таким образом. Только убедитесь в том, что ваши нити кадаифи не горячие, иначе они начнут запотевать и начнут портиться. Все, вот так отправляем в морозильную камеру. Нарезаем на небольшие кусочки. Они настолько, эти нити, хрупкие, что мы вот так вот их, даже прижимая руками, вот получается нужная нам крошка. Сильно мелко тоже не нужно. Сейчас пойдем обжаривать кадаифи. Будем делать дубайскую начинку. Здесь у меня 160 грамм. Сковороду ставим на средний огонь. Вот у нас средний огонь. Сюда отправляем 60 грамм масла сливочного. И так, чтобы оно не горело. Вот так процесс, чтобы быстрее проходил. Растапливаем его. Отправляем сюда кадаифи и начинаем обжаривать до золотистого цвета. Далеко не отходим, чтобы у нас не пригорело. Постоянно помешиваем. Вот такой силиконизированной спатулой, очень удобно. Он сейчас у нас начнет поджариваться и станет хрустящим, очень вкусным. Вот так постоянно помешивая, посмотрите, какие нити кадаифи прожаренные, хрустящие, по сути своей безвкусные. Но вот благодаря хрусту, когда соединяешь с фисташковой пастой, тогда очень вкусно. Все, у нас уже практически готово, сильно зажаривать не нужно, так, чтобы вот до золотистого цвета. Все, отключаем и даем остыть. Массу отправляем в емкость, где будем уже, собственно, готовить начинку, чтобы она остыла.
В остывший кадаифи мы добавляем фисташковую пасту. Здесь у меня 240 грамм. И еще добавляем. Масса должна быть жидковата. Тогда получится очень нежно. Добавляем тахини. И сейчас все будем смешивать. Итак, дорогие друзья, и тесто кадаифи, и дубайская начинка получились очень вкусные, просто замечательные. Сохраняйте рецепт, обязательно попробуйте. Я думаю, вам очень понравится. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Не забудьте подписаться и оставить комментарий. Я вам буду очень признательна. Не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.